Привет, ребят, сегодня суббота, у меня выходной. Кто-то мне из знакомых спрашивал, чем ты тут занимаешься, покажи. И, в общем, сейчас я решил поехать искупаться на очень красивый пляж, он называется Милости Бич. И я покажу, что там есть, и почему вообще я люблю этот пляж. В общем, поехали, посмотрим. Пляж Милости располагается на самом южном побережье Бали, на полуострове, называемом Букит-Джимбаран, рядом с деревней Пичату. Это примерно в часе езды от Куты. Изначально пляж был закрыт отвесными скалами, но потом люди прорубили в них дорогу. Теперь с этих скал открывается красивейший вид на весь пляж и океан. Сверху видна бирюзовая вода, как волны разбиваются о рифы и раскатываются, образуя пену, которая практически докатывается до берега. Я приехал на пляж и остановился поснимать видео практически около входа. Здесь есть такая смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид. Обожаю местные красоты. Волны, голубая вода, красивый светлый песок. Вид просто бомбический. Только из-за этой красоты можно было приехать сюда. Я простоял здесь минут 20, просто наблюдая за волнами. Перед пляжем в океане располагается коралловый риф, который разрушает приходящие сюда волны. А волны здесь очень крупные, пожалуй, самые крупные на Бали. Обитателями этих рифов являются всякие рыбы, живность. Поэтому берите ласты, маску и бегите снорклить здесь. Из-за того, что риф защищает этот пляж от больших волн, то плавать здесь весьма комфортно. Только в прилив могут доходить остаточные волны, но они совсем не опасные и не крупные. И, кстати, это является причиной того, что здесь вода такая чистая и красивая. Сильных течений я здесь тоже не замечал, максимум может немножко утащить в сторону. Вход в воду здесь пологий и постепенный, песок очень приятный и мягкий. Также на пляж выносят мелкие куски кораллов, ракушки, поэтому смотрите, куда наступаете. Песок здесь желто-белый, потому что он состоит из отмерших кораллов и разных ракушек, перемолотых со временем. Приезжать сюда можно как на прилив, так и на отлив. На отливе вода спокойная, но мелко. На приливе немножко качает, но не сильно. Я все равно всем рекомендую посещать пляжи на приливе, либо между приливом и отливом, где-то на середине. Потому что вода выглядит чище и можно спокойно поплавать. Если отлив слишком большой, то поплавать вообще не получится, вам будет просто по колено. Вход на пляж здесь платный, стоимость около 10 тысяч рупий. Но еще надо заплатить за парковку. И все местные услуги не включены в стоимость, то есть туалет, душ, все это надо оплачивать отдельно. Например, парковка для скутера стоит 2000. Совсем недавно вход был 5000, то есть цена выросла в 2 раза. Здесь 2 въезда на пляж. Первый это старый, по которому я приехал. И вот это второй, совсем новый. Этот пляж постоянно обустраивается. Когда я здесь был первый раз, 3 года назад, то въезд был только один. Никаких надписей, украшений тоже не было. Сейчас же проложили асфальт, построили небольшие парки, туалеты, статуи и придали красивый вид этому месту. Хотя и без этого пляж замечательный. Здесь часто проводят свадьбы и специально для них подготовлены здания и площадки для фотосессий. Но и вам никто не мешает прийти и пофотографироваться здесь. А еще это бесплатно, в отличие от многих достопримечательностей Бали. Я имею в виду фотографироваться в каких-то
обустроенных местах. Многие пары совершают бракосочетание здесь. А еще на пляже постоянно проводят фотосессии. Если вы хотите сделать фотографии, которые впечатлят ваших знакомых, то приезжайте именно сюда и закажите профессиональную фотосессию. С обустройством пляжа возросло и количество туристов. Мне кажется, этот пляж становится самым популярным в южной части острова. В других видео расскажу, где есть еще пляжи, на которых не так много людей, и вас никто не побеспокоит. Здесь также есть кафе, туалет и все нужные современному человеку удобства. Есть также лежаки, которые можно арендовать и полежать под навесом, а также заказать себе напиток или кокос. На Милости построили пляжный клуб, где можно потусить. Я сам не являюсь любителем такого вида отдыха. На пляже начали строить большой корабль, видимо, будет какой-то ресторан. Пляж сам по себе весьма протяженный и широкий. Но я всегда хожу в одно и то же место под скалой, которое создает тень. Когда живешь в Азии, то загорать нет никакого желания. Можно принести книгу и спокойно почитать, отдохнуть от трудовых будней. Хотя это делать становится все труднее и труднее. Потому что людей становится все больше и больше, наедине с собой остаться практически не получится. Наедине с собой получится остаться только либо рано, либо поздно, после заката, когда все разъедутся по домам. Но даже если вы устали от людей, можно побродить по пляжу и поискать укромные местечки. Пляж плавно перетекает в другой пляж, называется Карма. Это пляж при фешенебельном отеле и клубе. Попасть же туда можно только в отлив, а в прилив вам придется плыть. Потому что скалы, находящиеся здесь, не позволят вам это сделать. Я рекомендую вам хотя бы раз побывать на пляже Милости. В одном из следующих видео расскажу про еще более красивый, на мой взгляд, пляж Гринбоу. Здесь забавный момент. Я запечатлел, как местные туристы подошли ко мне сделать селфи. Видимо, захотели пофотографироваться с белой обезьянкой. Мне здесь посчастливилось встретить обезьянок. Это дикие обезьяны, которые иногда забредают сюда. Вообще их можно встретить не так часто. Из-за того, что Бали стал таким популярным, вырубаются леса и застраиваются виллами, отелями. Поэтому обезьяны теряют место обитания и постепенно исчезают. У меня все, спасибо, что смотрел это видео. С тебя лайк, комментарий. Поделись в соцсетях этим видео, так ты поддержишь меня. И подпишись на канал, если еще не подписан. Пока-пока.